Всем огромный привет, с вами Ксюша. Я только что проснулась, вышла из душа и хочу показать вам утреннюю рутину по уходу за собой, чтобы лицо было красивое, сияющее и здоровое. Вот так сейчас моя кожа выглядит, когда на нее ничего не нанесено. Ну плюс, конечно, солнышко светит, но все равно примерно вот так. У меня есть небольшие гормональные акне, все строго по календарю, поэтому в основном в другие дни месяца моя кожа более чистая. Давайте внесем немного осенней атмосферы на видео, потому что у нас такое солнышко, как летом. Ноксик ко мне прибежала! Вы видите этот пушистый хвост? Первый и самый главный этап утреннего ухода за лицом — это, конечно же, очищение. Очищение я чаще всего провожу именно в душе, потому что это там можно и удобнее сделать, и быстрее, и, в общем, я думаю, все так делают. Мой любимый формат в последнее время — это пенки, которые изначально выглядят как гель, а уже на лице в сочетании с водой они превращаются в такую воздушную пенку, которая хорошо очищает лицо. Один из моих фаворитов — это пенка Пайо. Я вам про нее много рассказывала, в этом видео уже останавливаться на ней не буду, но на всякий случай оставлю ссылку в описании, возможно, вы не видели. Сейчас же я активно использую вот такую пенку от корейского бренда Aromatica. Самое главное, что меня поразило в этой пенке, это ее состав. У нее прекрасный, хороший состав. Я впервые видела такой состав у очищающей пенки. У нее он максимально натуральный, подходит для веганов, а также не тестируется на животных. То есть аромат здесь прямо такой травянистый, и сразу же понятно, что вот она, натуральность. Единственное, я, конечно, боялась, что от такого натурального средства у меня могут быть какие-то раздражения. Но у меня никаких раздражений не появилось, все нормально, поэтому если у вас очень чувствительная кожа и она на много что реагирует, то, возможно, вам эта пенка не подойдет. Но если она вам подойдет, то это просто супер находка. Также здесь в составе мое любимое масло чайного дерева, поэтому если у вас есть какие-то проблемы на коже, иногда появляются акне, а возможно не иногда, а часто, то эта пенка будет регулировать выработку себума, ну а в целом она подходит для любого типа кожи. Таким образом, очищение — это очень важный утренний этап, потому что ночью наша кожа не спит, она активно работает, вырабатывает коллаген. Также вырабатывается кожное сало, плюс пот, плюс ночной крем. Поэтому очень важно с утра очистить нашу кожу. Следующий шаг — это энзимная пудра. Я ее использую либо вместо пенки, либо в редких случаях сразу же после пенки, то есть такое двойное очищение. Но чаще всего для утра хватает одного средства. Мне кажется, я скоро стану амбассадором энзимной пудры, потому что без нее я не представляю свой уход и очень часто о ней вам рассказываю. В двух словах, энзимная пудра отшелушивает нашу кожу, но делает это не механически, а деликатно за счет энзимов. Благодаря такому очищению кожа выглядит более ровной, красивой и сияющей. И самое главное, последующий уход работает более эффективно. То есть любые сыворотки, любые кремы лучше впитываются и дают больший эффект. Для утра я выбираю максимально мягкую энзимную пудру. У меня вот такая вот от Stellary Skin Studio. И она практически как пенка для лица. Мне нравится использовать ее в душе и также наносить на шею. Если у меня есть время, то вместе с энзимной пудрой я люблю в душе помассировать свою кожу лица буквально 2 минутки и таким образом сочетать очищение с массажем и плюс убрать некоторую отечность после сна. Энзимную пудру я использую 1-2 раза в неделю, хотя конкретно вот эта настолько мягкая, что ее можно использовать и чаще. Она не сушит, не стягивает кожу и при этом хорошо ее очищает и подготавливает. В долгосроке я заметила, что от энзимной пудры кожа становится более гладкой, ровной, а также сияющей и здоровой. Кстати, конкретно вот это относится к супер бюджетным находкам. Ее я покупала, по-моему, за 300 с чем-то рублей. При этом здесь большой объем и хороший состав. Ссылку я также оставлю в описании. Солнышко у нас спряталось, поэтому теперь точно максимально по-осеннему, даже несмотря на свечи. Последующий уход я буду наносить прямо вместе с вами и все показывать на своем лице. Следующий этап, вот он очень важный. Мне кажется, это один из самых важных этапов. И в своем прошлом видео про вечерний уход я это уже упоминала, но сейчас вновь скажу, что насколько я жалею, что ранее пренебрегала тонером. Потому что тонер — это не только дополнительный источник увлажнения, но и также проводник от очищения к сывороткам, кремам и к тому, чтобы они работали на все 100%. Итак, тонер нужно наносить сразу же после умывания, и существует правило 3 секунд, что как только вы умылись, промокнули лицо полотенцем, и должно не пройти 3 секунд, как вы начнете наносить тонер. Конечно же, это может быть 5-10 секунд, но самое главное, чтобы не больше, чем полминуты. Опять-таки, в идеале это 3-5 секунд. Я сейчас увлажню свое лицо термальной водой, чтобы не бегать до ванной комнаты. Слегка промакиваю лицо полотенцем, как после умывания. И сразу же, пока кожа еще чувствуется влажная, я наношу тонер. Слегка распределяю в ладонях и вдавливающими движениями наношу на лицо.
Кстати, для утра я использую тот же самый тонер, что у меня и вечером. Буквально пару секунд, и тонер уже впитался, подарил нам дополнительное увлажнение. Сияние, как вы можете заметить, мне кажется, уже стало больше. И теперь со спокойной душой я могу наносить сыворотки. Сейчас у меня новая сыворотка, которую я очень давно хотела попробовать, потому что нашла ее как по отзывам покупателей, так и по отзывам косметологов. Это корейский бренд Manyo. Я читала очень много восхищенных отзывов как об этом бренде, так и конкретно об этой витаминной сыворотке. И не могу не отметить аромат этой сыворотки. Это по-настоящему утренний заряжающий аромат, он такой сладко-цитрусовый, пахнет апельсином и облепихой. Здесь в составе целых 40% гидролат облепихи. Я недавно начала ей пользоваться, и она мне понравилась с первого же применения. Но если говорить по отзывам людей, которые пользуются ей достаточно давно, то она выравнивает кожу как в плане тона, так и в плане гладкости. Плюс она уменьшает воспаление, дарит сияние и такой лифтинг-эффект. В целом кожа становится такая холеная и хорошая. Такой заряд бодрости с утра. Сразу настрой на день такой хороший, наносишь сыворотку, нюхаешь цитрусы, и все. Хочется улыбаться и заряжаться на этот день. В этой сыворотке содержится витамин С, и я целенаправленно пользуюсь витамином С утром. Ранее я боялась это делать, так как очень часто слышала миф, что витамин С и солнце не сочетаются, поэтому ни в коем случае не наносите его утром, используйте только вечером. Но изучив этот момент самостоятельно, плюс спросив косметологов, плюс спросив напрямую корейские магазины, я узнала, что если вы начинаете использовать витамин С, то на коже лица он активен не 1 час, не 8 часов, не 9, а, по-моему, около 30 дней. Поэтому совершенно неважно, наносите вы его на ночь или утром. Самое главное, это затем использовать SPF крем. А утром витамин С, наоборот, хорошо наносить, потому что это отличный антиоксидант. И именно когда вы наносите его утром, то в дневные часы он, наоборот, служит для вас доброй работой и хорошо защищает и взаимодействует с SPF кремом. В описании к видео я оставлю вам отдельную статью, где очень просто, но очень доступно объясняется этот момент. И, кстати, пишите в комментариях, слышали ли вы ранее этот миф, придерживались ли вы его. А также я очень буду ждать комментарии по поводу бренда Manyo и вот этой сыворотки. Следующий шаг в утреннем уходе, и важно, чтобы сияла не только кожа и наш взгляд. На это, конечно же, влияет сон, но также на это можно повлиять либо патчами, либо крем-сыворотками. В последнее время я наношу крем на кожу вокруг глаз и наношу ее именно утром. И я до сих пор тот самый неопределившийся человек, которому то нравится наносить крем вокруг глаз, то не нравится, то я вижу в этом смысл, то нет. Но на данный момент времени я вижу в этом смысл, поэтому использую. Мне кажется, это будет вечная дилемма, нужен ли отдельный крем для кожи вокруг глаз или нет. Но я сделала для себя вывод, самое главное это индивидуальное мнение в этом вопросе. То есть кому-то нравится, кому-то не нравится. Это нормально и не нужно вот четко определять, нужен этот крем или не нужен. Потому что мнение по поводу этого может меняться даже в зависимости от времени года или состояния вашей кожи. Но я думаю, никто не будет спорить, что кожа вокруг глаз все-таки немножечко другая, она немножечко тоньше. Вот, посмотрите, как она сияет. Ох, как мне нравится, как сияет моя кожа и вокруг глаз, и просто. Обожаю сияние, любительница сияния, поэтому очень рада снимать это видео. Следующий шаг, и если честно говорить, то у меня сразу же идет SPF крем, так как моей коже достаточно увлажнения от тонера, от сыворотки, плюс от ночного ухода и увлажнения, потому что плотный, хороший крем я люблю использовать именно на ночь. С утра чаще всего мне хватает того, что вот я успела нанести до этого этапа, но все-таки, если вы хотите дополнительно поухаживать за своей кожей лица, если она у вас сухая, либо есть какие-то проблемы, то не пропускайте этот шаг, а я, например, выбираю для себя легкие эмульсии. Например, вот этот крем от Clarins. Это даже не крем, а вот конкретно эмульсия. Либо можно использовать вот такие эмульсии. Она у меня с витамином С, кстати, очень классная вещь. Я помню, что однажды вам ее посоветовала, и потом в Telegram многие писали, что попробовали ее, и она также понравилась. То есть в целом эмульсии могут заменить крем и быть последним шагом, прежде чем мы нанесем SPF крем. Сегодня я давайте нанесу, опять-таки слегка разогревая в ладонях, и легкими движениями, я люблю их наносить не надавливающими крем, а от центра к периферии, вот такими вот движениями.
Итак, следующий шаг — это SPF крем. И мне не терпелось его показать, потому что я нашла для себя идеальный SPF крем. Тот самый крем, в котором я не нашла ни одного минуса, который я долго искала. Вы знаете, я перепробовала очень много SPF кремов, и в каждом были какие-то недостатки. То сильный аромат, то он какой-то липкий был, то как-то наносился не очень, то сё. И, наконец, я решила попробовать бестселлер от Beauty of Jesene. В летний период времени, когда UV-индекс максимальный, то, конечно же, нужно носить 2 вот таких вот пальчика. То есть раз и 2 полоски. В осенний период времени, когда солнце не такое активное, я также использую SPF крем, конкретно здесь 50. Так вот, чтобы здесь не было 50, я наношу всего 1 пальчик. Разогреваю слегка в ладонях, он прямо, знаете, такой мягонький, как флюид. И опять-таки наношу от центра к периферии. Ну и еще я бы не стала называть, что этот уход занимает у меня много времени, потому что чаще всего я хожу не накрашенная. Вот прямо так, сейчас я могу выйти на улицу, и знаете, лучше я потрачу время на уход за лицом, нежели я буду сидеть потом и заниматься какой-то маскировкой, каких-то несовершенств, то есть тратить время на макияж и скрытие несовершенств, а не работать над ними, как сейчас я вот сидела и работала над этими проблемами и показывала вам все. Таким образом, давайте подытожим. Самое главное — подобрать хорошее, качественное очищение. Во-вторых, важно использовать тонер, чтобы была хорошая подложка и был такой проводник. Далее нужно выбрать сыворотку по своим задачам, по своим проблемам и пожеланиям. Крем для кожи вокруг глаз по желанию, также крем для лица по желанию. Обязательно SPF крем. У меня, кстати, было такое заблуждение, что если используешь SPF крем, то у тебя не будет загорать лицо. Но на самом деле это неправда, даже с SPF кремом лицо у нас загорает. Но загар более качественный, медленный, он как медленно получается, так и медленно потом смывается. И самый последний шаг для блеска нашего лица — это блеск для губ. Я использую уже второй тюбик от Kiko. Вот первый у меня был в таком розовом оттенке, а второй я купила прозрачный, потому что розового не было. Но на самом деле он не выглядит таким белым, как в пачке. В реальности он просто такой вот прозрачный. Сейчас я нанесу. Давайте все-таки передвинемся к окну, потому что стало достаточно темно, и я покажу вам результат. Вот так выглядит моя кожа в облачную погоду. Соответственно, в солнечную она будет сиять еще больше, но мне уже нравится результат. И, конечно, самое главное — это то, что мое лицо сияет тем, что я сегодня выспалась. Поэтому, конечно же, обязательно, пожалуйста, высыпайтесь. Вот знаете, нет ничего важнее, чем наше здоровье. Ну а сейчас новый конкурс и итоги прошлого конкурса. В новом конкурсе я хочу вам подарить набор от качественного корейского бренда Reclar. Здесь в составе очищающий мист и увлажняющий жидкий крем. Мне кажется, очень интересный формат, необычный и подойдет для любого типа кожи. Чтобы принять участие, нужно быть подписанным на мой YouTube канал, поставить лайк на это видео и написать любой комментарий с указанием вашего города. Я желаю вам удачи, а сейчас счастливчик из прошлого конкурса, его вы видите на экране. На этом все. Если вы не смотрели мое прошлое видео по уходу за лицом вечером, то оно появится сейчас где-то здесь. Также я оставлю ссылку внизу в описании. Пока-пока!